Глава 105. Ши Цинсюань абсолютно серьезно произнес: «Я хочу попробовать, смогу ли справиться с тварью сам». «Ну и что ни говори, а вы, ваше высочество, уже имеете некоторый опыт в подобных делах. Не найдется ли у вас свободное время? Если нет, то не стоит в ущерб себе его освобождать». Ранее Ши Цинсюань уже помогал Селяню, и не раз. А теперь ему самому понадобилась помощь, и когда повелитель ветров просил о ней принца, Селянь просто не мог отказать, сославшись на занятость или недостаток возможностей, даже при наличии желания. Но ведь у принца гостил Хуачен, который не успел прожить в монастыре и пары дней. И если Селянь покинет монастырь, то кто же останется привечать Хуачена? Впрочем, у самого принца это и так-то не очень получалось. Пока принц пребывал в раздумьях, Хуачен, подперев рукой подбородок, вдруг улыбнулся: «ГГ, хочешь отправиться поглядеть на этого башка-пустослова? Если не гнушаешься моим присутствием, не изволишь ли прихватить меня с собой? Все-таки столь редкую тварь мне и самому не доводилось видеть своими глазами». Селянь подумал: какая удача, что Сань Лан меня понимает. Принц был ужасно тронут таким участием и благодарно закивал. Ши Цинсюаню же нечего было сказать, он прекрасно осознавал, что Хуачен предложил свою компанию вовсе не ради помощи ему, но, по крайней мере, вреда от него не будет, и потому совершенно неважно, отправится он с ними или нет. Селянь произнес: «Но ведь божок-пустослов всегда возникает неожиданно, и неизвестно, где и когда он появится в следующий раз». Ши Цинсюань ответил: «Мне это тоже неизвестно. Но если ничего другого не остается, я думаю, отличное решение — снять лучшее питейное заведение в столице и гулять дни напролет, каждый день взрывая петарды и слушая громкие песнопения актеров оперы. Рано или поздно он появится». Селянь заметил: это действительно выход. Но даже если он покажется, сможем ли мы изловить его, вот вопрос. Познай себя, познай противника, и в 100 сражениях будешь непобедим. Ваше превосходительство, не узнавали ли вы, что за люди становились его жертвами в прошлом? Как они вершили дела и каков был их характер? Нет ли здесь некой закономерности? Ши Цинсюань ответил: это мой брат, разумеется, давным-давно разузнал. С такими словами он выудил из рукава свиток, который развернул и показал принцу. Селянь, пробежав по свитку глазами, не удержался от возгласа: весьма, весьма. Ну дает. Истинный божок-пустослов в самом деле ловил только крупную рыбу, а на что помельче ленился и удочку закидывать. Почти все имена в свитке оказались прославленными видными личностями, и к тому же ни один не избежал страшной кончины. Каждый погиб, покончив с собой, не вынеся страданий. Разбитый в пух и прах воин избрал смерть, приставив к горлу клинок, когда-то владевший несметными богатствами, разорившись до копейки, прощался с жизнью, повесившись на широкой шелковой ленте, искавший славы, да не доискавшийся, опускал руки и отдавал свою жизнь на волю судьбы, вечно падая в пучину безысходности. Все эти люди потерпели поражение не от башка-пустослова, а от собственного страха все потерять. Впрочем, в списке не значилось правителей государств. Ведь настоящего правителя защищает аура Сына Неба, и любой нечисти не просто к нему подступиться. На самом деле тех, кто от рождения способен вознестись, как правило, тоже защищает ореол духовной силы, отталкивающий подобных тварей. Поэтому Селянь смутно заподозрил, что тварь прицепилась к Ши Цинсюаню не просто так, а, возможно, кто-то намеренно натравил ее. Если это и впрямь так, противник наверняка очень непрост. Но ведь Ши Цинсюань стал мишенью башка-пустослова еще в младенчестве. Каким же образом он мог перейти дорогу подобной могущественной личности? Внезапно Хуачен попросил: «ГГ, могу я взглянуть?» Селянь протянул свиток Хуачену: «Прошу». Хуачен бросил на записи поверхностный взгляд и спросил: «Кто это написал?» Ши Цинсюань ответил: «Мой брат». «А в чем дело?» Хуачен отшвырнул свиток на стол. «Да ни в чем. Здесь ошибка на ошибке. Советую твоему братцу все переделать». Ши Цинсюань, услышав, хлопнул ладонью по столу. Собиратель цветов под кровавым дождем, Селянь потянул его за одежду и извиняющимся тоном произнес:
«Ваше превосходительство, прошу, сядьте». Не берите в голову, для Сань Лана это привычная манера вести разговор, он вовсе не специально. Ши Цинцюань сел, но сам себе с сомнением пробормотал: обычная манера. Селянь же повернулся к Хуачину и спросил: «Сань Лан, те ошибки, о которых ты говоришь, в чем именно они заключаются?» Хуачен тоже подвинулся к нему, так что они теперь сидели намного ближе друг к другу. Он указал на несколько имен. Вот тут ошибки. Селянь вгляделся в строки и прочел, что все те люди были деспотичными князьями, чья тирания достигла своих пределов. «Почему ты так считаешь? Потому что их убил я», Селянь поразился. «Но разве не все в списке покончили с собой?» Хуачен объяснил: «Перед тем, как браться за дело лично, я послал гонцов, чтобы передали от меня привет, вот они и убились сами». Не знаю, можно ли записать их убийство на мой счет, неясно, считать ли Хуачена причастным к убийствам, но, наверное, он был честен в своих словах. Ши Цинцюань нервно кашлянул и тихонько пробормотал: «Давайте, пожалуйста, демоны не будут при небожителях чистосердечно описывать, как они кого-то убили. И еще, пожалуйста, давайте демоны не будут открыто обсуждать подобные вопросы с небожителями в присутствии других небожителей». Хуачен тем временем указал еще на несколько имен. И вот здесь тоже ошибки. Селянь спросил: «А их кто убил?» Хуачен ответил: «Черновод». Селянь удивленно замер: черный демон в черных водах. Он разве не отличается тихим, скромным нравом? Это не означает, что он не способен никого убить, ответил Хуачен, а после обратился к Ши Цинцюаню: «Ваш многоуважаемый брат дал вам свиток, полный ошибок. Он вовсе не занимался поисками жертв со всей внимательностью. Даже возникают подозрения, что он намеренно спутал факты. Так что этот свиток — просто бесполезная ветошь. Поэтому я предложил разорвать его и сделать список заново». Ши Цинцюань отобрал у него свиток и воскликнул: «Мой брат так бы не поступил». И хотя слова эти казались блеклыми и не имели силы, тон повелителя ветров полнился уверенностью. Шиуду, должно быть, не стал бы проявлять небрежность в том, что касалось родного брата. В таком случае существовало еще одно объяснение. Селянь спросил: «В каждом деле есть свои умельцы. Должно быть, его превосходительство, повелитель вод в процессе поисков также обращался к кому-то за помощью. Позвольте спросить, кто помогал ему составить свиток?» Поколебавшись мгновение, Ши Цинцюань ответил: «Лин Вэнь». Селянь замолчал и потер точку между бровей. Дворец Лин Вэнь, пускай и обвинялся чиновниками других дворцов в низкой эффективности, все же они не могли сработать настолько плохо, чтобы допустить так много ошибок, ведь свиток походил на простой черновик для отписки. К тому же отношения между опухолями прекрасные. По крайней мере, с виду прекрасные. Но какая же на самом деле случилась путаница, посторонним, как видно, разобраться не представлялось возможным. Хуачен откинулся назад и продолжил: «Расскажу вам еще один признак, как отличить фальшивку от подлинника. Истинный божок-пустослов, стоит ему выбрать жертву, уничтожает растение с корнем, не только его цель погибает, полностью поверженная, но и его родственники и друзья, все попадают под удар. Поэтому, если те, кто значится в списке, умерли, а их родные и близкие живут-поживают припеваючи, следовательно, это тоже ошибочные записи». Ши Цинцюань мгновенно побелел. Затем вновь встрепенулся и обратился к Мин и сделанной усмешкой: «Но ведь получается, что и ты, Мин Сюн, тоже в опасности. Ты ведь мой лучший друг». Мин и отсел от него подальше, притом на лице его так и читалось: «А можно я обойдусь без такого лучшего друга, как ты?» Но тем самым повелитель земли оказался ближе к селяню, за что тут же получил от Хуачена взгляд, подобный удару ножа. Селянь заулыбался, видя, что Ши Цинцюань даже в подобной ситуации не забывает пошутить, но все же и принц смутно разглядел его обеспокоенное состояние. Или лучше будет сказать, что именно беспокойство заставляло его пребывать в приподнятом настроении, как способ бороться с ним. Ши Цинцюань раскрыл свой веер и принялся обмахиваться им, быстрее обычного раз в 5. Его черные волосы растрепались от порывов ветра. Он произнес: «Что ж, давайте же выдвигаться прямо сейчас».
Наведаемся на высокую террасу самого великолепного питейного заведения, где будем утопать в роскоши. Посмотрим, посмеет ли он высунуться, когда нас так много. Нас 100 больше. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, Селянь ответил: «Ваше превосходительство, прошу вас, пока что успокойтесь. Подождите немного, я еще должен устроить несколько дел в своем монастыре». Неизвестно, надолго ли он собирался покинуть монастырь, а ведь здесь останутся 2 мальчика и еще 1 демон, поселившийся в теле живого человека. Не мог же принц оставить их на произвол судьбы. Он хотел найти кого-то из местных, чтобы спокойно оставить заботу о мальчиках и Цзэжуна на него, но Хуачен, как всегда, безошибочно угадывал все его намерения, и если ГГ непременно хочет пойти, может отправляться, ни о чем не волнуясь. «У меня есть помощники. Когда ты покинешь монастырь, они непременно явятся, чтобы за всем здесь проследить». Селянь испустил вздох облегчения. «Спасибо тебе, Сань Лан. Все-таки присмотреть здесь за всем не помешает». Хуачен улыбнулся. «Ага. Проследить не помешает». Очевидно, что слова обоих «присмотреть» и «проследить» имели разный смысл. Однако никто не стал допытываться. Мин отодвинул стол для подношений и приступил к рисованию на полу магического поля сжатия тысячели. Ши Цинсюань обмахивался веером все быстрее, так что сам веер превратился в размытую тень. Он обратился к принцу: «Верно, ваше высочество, я забыл спросить, а кто это валяется у входа? И что я ему такого сделал, раз он осыпал меня нечеловеческой бранью, едва открыв рот, и если бы Цзэжун услышал, что о нем все-таки спросили в завершении разговора, и то как бы невзначай, его бы вновь задушила сердечная жаба». Селянь подумал, что тот в самом деле не умеет говорить по-человечески. «Но ведь он уже представился, разве нет?» — сказал принц, подбирая обмякшую в уголке Жайо и Фансинь. Ши Цинсюань опешил, что это и правда лазурный демон. С такими вот выходками. Поистине, лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать. Селянь потер точку между бровей и в 2 словах объяснил ситуацию, настойчиво попросив повелителя ветров держать все в секрете, в особенности от Лан Цинцу. Пока они перекинулись парой фраз, Мин и уже закончил рисовать поле для сжатия тысячели. В прошлый раз Наньфэну понадобилось в разы больше времени, а рисунок получился грубым и небрежным. Здесь же все совершенно иначе. Мин и управился быстро, но при этом не допустил ни единой помарки, каждый штрих был точно выверен, и от руки изображенный круг казался даже ровнее, чем если бы его рисовали при помощи измерительных приспособлений. Иероглифы также вышли безукоризненно ровными, будто оттиск гравировки. Селянь невольно поразился в душе. Закончив рисовать, Мин и произнес: «Идем». И Ши Цинсюань легким выдохом задул свечу. Хуачен шел впереди, он первым и толкнул дверь, которая со скрипом открылась. Снаружи оказалось совершенно темно, будто бы они перенеслись в старое, много лет заброшенное помещение, где в воздухе стоял запах плесени и пыли. Следом за Хуаченом шел Селянь, который тихо поблагодарил Хуачена за то, что тот вызвался идти впереди, затем Ши Цинсюань, и замыкал процессию Мин, и который закрыл за ними дверь. Именно в тот миг, когда дверь закрылась, в темноте внезапно послышался голос, зловеще прошипевший из-за двери за их спинами: «Место, куда ты собираешься пойти, станет кошмаром, который ты никогда не захочешь вспоминать». При первых же звуках голоса Селянь развернулся и пинком вышиб дверь. Дерево тут же проломилось от удара, но магическое поле уже потеряло свою силу, и за дверью уже не оказалось монастыря водных каштанов, а только груда бесполезного ржавого барахла. Воинственный жест принца поднял в воздух клубы пыли, и Селянь закашлялся, возрадовавшись, что не испортил дверь, сработанную руками Хуачена. Прикрывая лицо рукавом, он спросил, это и был тот самый истинный божок-пустослов. Ши Цинсюань крепко сжал в руках свою метелку и веер. Это его голос. Он что, все это время находился рядом со мной? Селянь, отмахиваясь от пыли, возразил: невозможно. Только что в комнате находились 3 небожителя и 1 князь демонов. Если бы что-то увязалось за вами, неужели мы бы не заметили этого?
Наверняка он возник только что. Мин и также произнес: «Успокойся». Ши Цинцюань ответил: «Я спокоен. Я совершенно спокоен». «Я уже давно спокоен», Хуачен впереди неторопливо произнес: «Спокойствие не помешает, но вот все ли в порядке, еще вопрос». «Кто-нибудь знает, что это за место?» Селянь огляделся по сторонам и тоже спросил: «Мы ведь собирались отправиться в лучшее питейное заведение столицы, как ни погляди, а заброшенная лачуга не походила на питейное заведение, о котором говорил Ши Цинцюань». Они прошлись по помещению и нашарили дверь, запертую на несколько больших замков. Селянь вновь вышиб дверь ногой, замки разбились, и дверь открылась. А после перед ними предстали никакие не горы мечей и море огня, не загадочное место обитания нечистой силы, а совершенно обыкновенный, ничем не примечательный маленький поселок. Хуачен поднял бровь: «Не думаю, что столица выглядит вот так». Селянь полностью согласился с ним, облик и величие столицы ни в какое сравнение не шли с маленьким поселком, подобным этому. Обернувшись, принц спросил: «Ваше превосходительство, повелитель земли, может быть, вы ошиблись в начертании поля?» Мин и возразил: «Не ошибся. Первоначально конечной точкой назначалось не это место». Селянь сразу же все понял. Это означало, что постаралась темная тварь. Это он прислал их сюда.